Друзья, всем привет! Сегодня готовлю свои любимые лепешки. Они получаются нежные, вкусные, легкие. Отлично подойдут как для завтрака, так и для перекуса на работу. Что нам понадобится? 220 миллилитров теплой воды. Разбавляем в них примерно где-то пол столовой ложки сухих дрожжей. И добавляем 1 столовую ложку сахара. Все хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи хорошо растворились. Туда же добавляем 1 яйцо. Яйцо берите с холодильника, достаньте предварительно, чтобы оно было теплое, чтобы оно не было холодное прям сразу с холодильника. Либо же подержите его немножко в тепленькой водичке, чтобы оно нагрелось. Всыпаем сюда 300 грамм муки и 1 чайную ложку соли. Вам показалось, что у меня 2, у меня просто очень маленькие ложечки. 1 чайную ложку соли. Вливаем еще 220 миллилитров теплого молочка, не горячего, просто теплого молока. И все хорошо замешиваем, чтобы не было комочков. Оставляем в сторону, чтобы дрожжи поработали хорошо. А сейчас займемся овощами. Я беру 300 грамм капусты. Капуста у меня не молодая. Если у вас капуста будет молодая, ничего с ней не надо делать. Просто ее мелко-мелко нарезать и оставить в сторонку. Можно чуть-чуть присолить, чтобы лишний сок с нее ушел, если она будет сильно сочная. У меня капуста белокочанная, такая зимних сортов, поэтому я ее тру на терку, заливаю холодной водой и даю постоять пару минут. Это для того, чтобы часто бывает капуста немножко с горечью такая, когда зимние сорта капусты, в них горечь идет, чтобы эта горечь ушла. Теперь я хорошо ее слила воду и присыпала немножко солью, буквально там треть чайной ложечки соли, чтобы она отдала лишнюю влагу. Дальше нам понадобится 2 средних морковки, либо же 1 большая. Я тру на крупную терку. Также сюда идет 2 средних картошки. Тоже я тру на крупную терку. Друзья, если вам нравятся мои видеорецепты, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Я с удовольствием их все читаю и всегда отвечаю. Так, картошку натерли, морковку натерли. Сюда еще подойдет любая зелень по желанию. Можно добавить салатный перчик, мелко-мелко нарезать, болгарский. У меня зеленый лучок, я добавляю зеленый лук. В общем, тут уже по вашему желанию. Можно вообще не добавлять, просто добавить какую-то специю, свою любимую. Здесь уже полет фантазии. Все, мы все подготовили. Посмотрите, сколько сока еще пустила капуста. А сейчас мы будем еще ее отжимать, будет еще намного больше. Вот так прям хорошо руками отжимаем капусту, чтобы вся лишняя жидкость ушла. Она нам не нужна. Во-первых, и капуста будет намного мягче, быстрее прожарится. И лепешки будут намного вкуснее, в них не будет столько лишней влаги. Лепешки просто, палочка-выручалочка. Готовятся быстро, жарятся тоже очень быстро. Продукты все довольно-таки бюджетные. Всегда готовлю, очень не всегда, но очень часто готовлю их с собой на работу. Также куда-то на прогулку, если какой-то пикник, тоже часто их готовлю. Прекрасно выручают. И кто не любит хлеб, вместо хлеба тоже отлично они подходят. Так что пробуйте, готовьте. Тесто подошло.
дрожжи хорошо сработали. Я еще раз хорошенько перемешиваю, что вдруг где-то остались комочки, чтобы они все ушли. Они сейчас хорошо растворятся и не будет этих комочков. Вот очень важно, чтобы все ингредиенты были теплые. Тогда очень хорошо подходит наше тесто. Вымешали и всыпаем сюда капусту, морковку, картошку, зелень или лук, или болгарский перец. Можете добавить еще сюда колбаски по желанию там, или сыр. В общем, все, что пожелаете. Хорошо снова перемешиваем. Жарить лепешки будем на сковородке с небольшим количеством подсолнечного масла. Обжаривать с двух сторон на таком среднем огне. На небольшом огне, чтобы они хорошо внутри прожарились. Прожариваются они отлично, не переживайте. Получаются пышные, вкусные лепешечки. Вот такой консистенции должна получиться у нас тесто. Вот видите, оно не должно быть сильно густое, но и не должно быть сильно жидкое. Это как бы должно падать с ополовника. Разогреваем сковороду, наливаем масло. Ну так, не сильно мало и немного. Нормально, маслечко налили. У меня сковорода диаметром где-то 26 сантиметров, поэтому я ложу таких 2 половничка и хорошо распределяем по сковородочке, желательно равномерно. А вы смотрите по своей сковороде. Если маленькая, один половничек хватит. Они должны быть где-то толщиной такие, с палец. Вот так вот распределять их по сковороде. Где-то примерно 3-4 минутки поджарились они. Смотрите, проверяйте аккуратненько, чтобы она хорошо перевернулась. Она должна хорошо поджариться. Вот, видите, до какого под крышечкой все это делаем. Вот до такого состояния, когда доходит уже лепешка. Все, видно, что ее можно легко перевернуть. Там уже она поджарилась с обратной стороны. Переворачиваем и обжариваем еще 3-4 минутки с другой стороны. Очень вкусные, прекрасные лепешки получаются. С этого количества у меня получилось 6 лепешек. Но я же говорю, сковородка у меня не маленькая. Очень хорошо сюда подходит соус. Соус можно делать со сметанкой. Я делаю сметана, чесночок и укропчик. Очень вкусно. Также вкусно и с кетчупом, и просто со сметаной, и с майонезом, и с соевым соусом, и с соусом терияки. В общем, с чем угодно вкусно. Так что обязательно попробуйте, приготовьте. Я уверена, вам понравится. Всегда будет у вас такой рецепт про запас на любой случай жизни. Так что, друзья, готовьте с удовольствием. Всем мира, добра, здоровья, приятного аппетита и до скорых встреч!